Вы смотрите Climate Change о климате, катаклизмах, прочих стихийных явлениях и происшествиях на Земле. Очередная сводка новостей о событиях, которые происходили в прошедшие дни. По состоянию на 1 сентября 2021 года служба гражданской защиты в Каталонии, Испания, сообщила о сильных ливневых наводнениях в районах Монсия и Баш-Эбре. Быстро текущие паводковые воды прокатились по улицам Альканара, волоча за собой машины, деревья и мебель. На изображениях, опубликованных в социальных сетях, было показано около 6 разбитых автомобилей, которые были вынесены из города и выброшены на пляж. Более 80 человек были эвакуированы из своих домов или кемпингов в Альканаре и Ульдеконе. От электроснабжения были отрезаны около 10 тысяч потребителей, а погибших пока не сообщалось. Региональная метеорологическая служба Каталонии сообщила, что 1 сентября 2021 года в Альканаре выпало 233,5 мм осадков за 24 часа, в том числе 77,7 мм за 30 минут. В соседнем городе Порт-дель-Альфакс за 30 минут выпало 51,5 мм осадков. В других районах Испании также была суровая погода, включая тысячи ударов молнии и проливной дождь. Поезда между Мадридом и Толедо были остановлены. Это третья волна внезапных наводнений в Испании за последние несколько дней. Рекордные дожди выпали в нескольких частях провинции Кастильон в регионе Валенсия в Испании 29 августа 2021 года, вызвав разрушительные внезапные наводнения. 25 августа внезапные наводнения прокатились по Бурунчелю и близлежащим районам в провинции Хаэн в Андалусии. Были разбиты машины, затоплены дома. Дороги были засыпаны грязью и обломками паводка. По городу Хулудао в северо-восточной провинции Китая Ляньнин еще 25 августа 2021 года пронесся мощный торнадо, повредив десятки домов. Гигантский вихрь выкорчевывал деревья, валил уличные фонари и уничтожал автомобили. Повреждены по меньшей мере 50 домов. Один человек получил ранение. Местным жителям удалось запечатлеть на видео, как стихия быстро набирает силу по мере приближения. Торнадо бушевал около минуты, оставив серьезный след разрушений. Власти американского штата Луизиана предупредили местных жителей о множественных опасностях наводнения, спровоцированного сильными ливнями во время урагана Ида, о котором мы уже говорили в 2 предыдущих наших выпусках. Жители города Слайделла заметили в паводке дельфина. Его спинной плавник несколько раз мелькал в воде, покрывшей улицы жилого района. Ранее на этой неделе в Луизиане пропал без вести человек. Он считается погибшим после нападения аллигатора, вынырнувшего из паводка. Мы рассказывали об этом инциденте в конце прошлого выпуска. Как стало известно, после прохождения урагана Ида более 1 миллиона зданий оказались без электроэнергии. В некоторых районах уровень паводковых вод остался достаточно высоким. С начала стихийного бедствия было проведено около 200 спасательных операций. Оценка ущерба на местах продолжается. Ида обрушилась на берег на юго-востоке Луизианы в качестве урагана 4-й категории с ветрами 240 км в час. Опасный штормовой нагон и ливни оставили после себя масштабные разрушения. Как только что стало известно, в результате утечки отходов из алмазного рудника Катока в Анголе на юге Демократической Республики Конго погибли 12 человек. Еще 4,4 тысяч жителей заболели. Соответствующую информацию обнародовала в четверг министр окружающей среды Конго. Министр после визита в провинцию Касаи, где река Чикапа стала красной и погибло много рыбы, заявила, что Конго будет требовать возмещения за причиненный ущерб, но пока не может сказать, какая это будет сумма.
У берегов Сирии в Средиземном море произошел масштабный разлив нефти, который может достичь Кипра. Спутниковые снимки Orbital EOS показали, что загрязнение охватило около 800 квадратных километров, что сопоставимо с площадью Нью-Йорка. Разлив возник на крупном нефтеперерабатывающем предприятии Сирии. С 23 августа 2021 года в прибрежном городе Банияс дала течь емкость, содержащая 15 тысяч тонн топлива. Вечером 1 сентября 2021 года нефтяное пятно находилось в 7 километрах от побережья Кипра. На фотографиях, попавших в социальные сети, видно нефтяное пятно, тянущееся по морю вдоль городов Банияс и Джабла. Местных жителей предупредили о потенциальной угрозе здоровью. Турция, которая имеет общую береговую линию с Сирией, также приняла участие в локализации загрязнения, чтобы избежать экологической катастрофы. Нефтеперерабатывающий завод в порту Банияс является главным производителем топливных продуктов в Сирии. Это уже второй значительный разлив нефти в восточной части Средиземноморья в 2021 году. В феврале нефтяное пятно у побережья Израиля загрязнило пляжи и оставило отложение смол на побережье Ливана. Жители города Ассинибойя, провинции Саскачеван, Канада, испытали легкое дежавю после того, как 31 августа 2021 года утром на город на юге Саскачевана обрушился град. Град был размером с мяч для гольфа и выпал около 8 часов утра во вторник. Шторм, казалось, локализовался только в городе, рассказала мэр города. Град повредил деревья, покрывая улицы города ветками и листьями. «Это просто катастрофа», – сказала госпожа мэр. Подобный шторм прокатился по Ассинибойе в июле 2020 года, оставляя за собой вмятины в транспортных средствах, разбитые окна и разрушенные крыши домов. Чрезвычайное положение было объявлено в Нью-Йорке после того, как он пострадал от рекордного количества осадков и наводнений в результате тропического шторма Ида, который продолжает напоминать о своей мощи. Обязательно посмотрите наши 2 предыдущих выпуска. Город переживает историческое погодное явление с сильным наводнением и опасными условиями на дорогах. Вода льется в станции метро и дома людей, а дороги затоплены. В Нью-Джерси также объявлено чрезвычайное положение и сообщается как минимум об 1 смерти. По словам местного мэра, в Пассаике, штат Нью-Джерси, человек утонул. Торнадо также разрушил по меньшей мере 9 домов в Муллика-Хилл в том же штате. По сообщению полиции, крыша почтового здания в Кирни, штат Нью-Джерси, обрушилась в то время, как люди находились внутри. На месте происшествия находятся спасательные бригады, но пока не ясно, сколько людей там пострадали. Вот и все на сегодня. Спасибо вам за просмотр и активность в комментариях. Оцените это видео, нажмите на колокольчик и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь. Выпуск озвучил Александр Тымачко специально для канала Climate Change.